Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 22 марта, среда. Хочу вам сразу напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 24 марта. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику оставляйте, пожалуйста, свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу, 24 марта. Перед тем, как писать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Самые популярные вопросы, которые наберут больше всего лайков, на эти вопросы я отвечу. Для тех, чьи вопросы не попадут в эфир, у нас есть Patreon. Задавайте там свои вопросы, есть подписка на Patreon в описании к этому ролику. Задавайте там свои вопросы, на них я отвечу. Там я отвечаю практически на все вопросы. Большое спасибо. Так, теперь давайте приступим к сегодняшнему выпуску. Си Цзиньпинь улетел, вернуться не обещал. Он, конечно, может быть, Путин и представляет, что это Карлсон, который обещает вернуться. Но нет, Си Цзиньпинь улетел, пригласил Путина, пригласил Мишустина. Заметьте, что Мишустина тоже пригласил в Китай. Китайский лидер Си Цзиньпинь прекрасно осведомлен о состоянии здоровья российского лидера и понимает, что есть всего два варианта, да, ну, в его представлении, наиболее вероятных. Если вдруг Путин умирает, то легитимно, по крайней мере, власть переходит в руки на какое-то время в руки Мишустина. Ну, либо приключается при жизни Путина, либо сразу после его смерти, так называемый ГКЧП 2.0, когда к власти приходят силовики. Силовиков клан представляет Патрушев через своего сына Дмитрия, и легитимно, да, переходит власть в ином случае как раз Мишустину. Встреча вчерашняя с Мишустиным Си Цзиньпиня очень интересна. Си Цзиньпиню важно было посмотреть на Мишустина, посмотреть, как он общается, на каком он свете, как он себя подает, как он мыслит в плане развития отношений с Китаем. Он получил ответы практически на все свои вопросы, он сложил впечатление и, в принципе, впечатлением был удовлетворен, по крайней мере, по оценке тех людей, которые наблюдали за этой встречей. В принципе, во время визита Си Цзиньпинь выполнил все, что хотел, не то, что выполнил, реализовал все, что намечал. Единственное, что уперся, конечно, Владимир Путин в неприятие китайского плана по урегулированию ситуации в Украине. Надо сказать, что да и сам китайский план, конечно, написан был на коленке и не имел каких-то, и не имеет на сегодняшний день каких-то четких линий, и нет общего понимания у сторон и восприятия этого плана, потому что нет четко прописанных пунктов. Я понимаю, что Си Цзиньпинь, конечно, хочет эти пункты прописать четко уже после общения с Путиным, ну и, вероятно, с Зеленским. Так как разговор с Путиным не удался, я не знаю, будет ли теперь разговор Си Цзиньпиня с Зеленским. В принципе, обсуждать особо нечего. Си Цзиньпинь пытался склонить Путина на реализацию этого плана, пытался с ним поговорить о возможных уступках. Путин категорически уперся рогом и начал продвигать опять-таки свою идею о том, что Запад можно победить, можно разгромить его в Украине, дайте нам только вооружение, и мы все сделаем, говорил Путин Си Цзиньпиню. Си Цзиньпинь не намерен давать на сегодняшний день те вооружения, которые просит Путин. Но, во-первых, должно начаться большое контрнаступление украинских войск, и Си Цзиньпинь, как все аналитики в окружении президента, включая экспертов при Совете Безопасности, все считают, что Си Цзиньпинь будет выжидать, пока начнется большое контрнаступление Украины, которое анонсировано уже и Западом, и самой Украиной, и все понимают и ждут, что оно должно начаться в ближайшее время.
Си Цзиньпинь не торопится. Если Си Цзиньпинь станет, да, ну мы понимаем, если Си Цзиньпинь встанет на сторону Путина и примет участие в этой войне, пусть даже опосредованно, предоставив вооружение, и при этом Путин проиграет, а Путин проиграет, то скажут, что проиграл и Си Цзиньпинь. Будут говорить, что наказали, Запад наказал и Россию, и Китай за, да, за вторжение. Конечно, Си Цзиньпиню вписываться за проигравшего и быть в пуле проигравших, конечно, не с руки, да и абсолютно незачем. Си Цзиньпинь будет наблюдать за тем, как будет проходить контрнаступление, и по итогам контрнаступления, возможно, по итогам первой фазы, будет принимать решения. Тем же занимаются и китайские товарищи, все, я имею в виду, в окружении Си Цзиньпиня. Надо понимать, что Си Цзиньпинь в любом случае будет на стороне победителей. Возможно, попытается быть нейтральным, но на стороне проигравшего он не будет никогда. Поэтому, конечно, сейчас важно, чтобы украинская сторона провела результативное контрнаступление для того, чтобы путинский режим зашатался как можно скорее и как можно сильнее. В принципе, все предпосылки для этого есть. Мы видим, что большая часть вооружений поступает в Украине. Мы понимаем, что практически прекратившаяся была недавно атака ракетная массированная, но в целом интенсивность намного ниже, чем в прошлом году и чем в начале этого года. Ну, даже чем в прошлом году, так будет правильно сказать. В конце прошлого года, вернее. Мы видим, что интенсивность подупала, и это связано с тем, что и российское руководство готовится к масштабному контрнаступлению украинских войск и готовится наносить имеющимися ракетами возможные удары по возможному скоплению украинских войск, по скоплению техники, возможно, по штабам. Если, конечно, найдут, и если, конечно, будет такая возможность. Опять-таки, если это не предопределено, но это обговаривается. Я всегда с осторожностью делюсь своими предположениями, потому что мои предположения, равно как и предположения любого человека, воспринимаются как какие-то предсказания, как какие-то прогнозы, как какие-то чуть ли не обещания. Я замечу, что тот анализ, который я провожу, и те мысли, которыми я с вами делюсь, являются, вот когда я об этом говорю, когда я не делюсь инсайдами, когда я не делюсь какой-то конфиденциальной информацией, я говорю всегда, что это мои размышления, и я делюсь с вами на уровне своих знаний и своих возможностей в аналитическом плане. Так вот, хочу сказать, что как я вижу эту ситуацию, ну, Китай, скорее всего, не будет полноценно помогать России, даже если предстоящее контрнаступление Украины на каком-то этапе остановится, либо возьмет передышку. Я уверен, что Китай будет действовать более обдуманно, и уверен, по крайней мере, я еще раз повторяю, это мои личные наблюдения, мое личное представление, в том числе основанное на инсайдах из Кремля. Даже на восприятии того, что произошло президентом России, которым он делился со своим окружением. Так вот, даже Путин не уверен, глубоко не уверен, что Китай будет помогать в тех объемах, которые запланированы. Поэтому в этом смысле можно частично выдохнуть. Китай не будет пытаться поддержать, по крайней мере, в войне Россию. Будет ли Китай пытаться поддержать российское руководство в лице Владимира Путина, пытаться сохранить режим? Вполне возможно, вполне. В этом плане надо понимать, что нынешнее руководство выгодно Китаю. Еще раз повторяю, Си Цзиньпинь оценил и Патрушева, оценил и Мишустина. От Патрушева он вообще получил свой адрес заверения, что все договоренности будут соблюдаться, и более того,
будет расширяться круг интересов и будут связи гораздо более плотными, чем при президенте России. Фактически Россия становится сырьевым придатком, в чьих бы руках власть не оказалась. К сожалению, получается так. Сырьевым придатком Китая. Боролись за то, чтобы не быть сырьевым придатком Запада, но вот слились в сырьевой придаток Китая. Надо, конечно, менять эту власть. Нельзя допускать смены власти в тех рамках, в которых сохраняется путинский режим, даже после после смерти президента, либо после пленения президента России Владимира Путина. Будем смотреть, что может быть в этой стороне, и будем применять все силы для того, чтобы перехватить возможности как по нейтрализации президента России Владимира Путина, так и по смене власти в России. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Я вам еще раз напоминаю, что вы можете оставлять в комментариях к этому ролику свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 24 марта. Большое спасибо, что были со мной. Напоминаю еще раз, мы вас любим, это искренне, это самое главное. Любовь победит. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.